Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем дальше прокачивать Павлина Рави. У нас сегодня будет 8 уровень. Также могу сказать, ребятки, что сейчас будем открывать легендарную штучку, связанную с боевым пропуском, да. У нас сначала прокачаем Павлина Равика на 8. Хотя до 8 вроде бы недалеко, то есть вот так вот нажать, но мы еще возьмем вот эту вот всю часть, кроме, наверное, водички. Ну, посмотрим, сколько она будет стоить. 500 хпшечек нам накидывают, это хорошо, 500 хпшечек мне нравится. И качаем сейчас вот эти все атрибуты, потому что здесь нам сколько, 3 атрибута всего дают, но дают очень важные штуки, это вот усиление урона. Правда, по 15% 2 штучки, но лук на 30%, поэтому прилично на самом деле будет. Конечно, я хотел бы, наверное, копье бы залутать, усиление урона побольше, потому что, ну, копье, вы сами понимаете, сейчас самое дамажное, вот 2000 просто так жухи нету у противничка, да. Ну, посмотрим. Ну и также, блин, 2 скорости за 3000. Ой, ладно, давайте возьмем, все. Просто закроем на это глаза, последний раз это беру фигню на самом деле, но потом будет 9 уровень, потом будет новый слот, а сегодня будем тестить пока что так. Для копья, копье у нас как у бугра, значит, перезарядочка, 3% нам надо, да? 3, а здесь 4% дальности. Ну, я, наверное, все-таки возьму перезарядку. В следующий раз возьму дальность. Все-таки мы прокачиваем достаточно быстро, поэтому я не вижу в этом проблем. Там еще жетоны на него опять постоянно падают, золотых сундуков. Поэтому такие дела. Лук для павлинчика. Ну, блин, тут сложность на самом деле. 3% перезарядки, дальность 4. Давайте дальность возьмем, чтобы был небольшой перевес по дальности. И для дробовичка, конечно, вообще дальность надо брать 5%, но... Либо 5% перезарядки. Ну, блин, если я не достану дробовиком, смысл от него, от его перезарядки. Поэтому возьмем пока что так, а вот следующий возьмем уже перезарядку, по-любому. Ну, вот такой вот павлин пока что получается. Жесткий, сильный, мощный. Но перед этим, как мы начнем, откроем вот этот вот шапочку, да. Вот эту вот шапочку, с которой мне должно выпасть, если я не ошибаюсь. Я вроде вчера открывал, ну ладно, неважно. В общем, мне должно выпасть шапочки... Тут, правда, не написано, я сейчас не могу вам показать, раньше оно было написано, если нажмешь. А если я сейчас нажму, оно откроется, там, в общем, должен выпасть скин Роллер Мило, да. Я, кстати, набил немножко больше, чем нужно было, мне там получилось 4022 жетона. И это еще не конец, у меня еще там не все персонажи добиты. Ну ладно, погнали открывать. Да, вот он, Роллер Мило. Ах, какой прекрасный, да, скинчик. Мы на нем, конечно же, поиграем, только чуть-чуть, наверное, уже на следующей неделе. Чуть-чуть на следующей неделе. Кстати, была вроде бы, если бы я не ошибаюсь, да, вот так вот все непонятненько, возможность залутать скин легендарный на Икса с этой вот проходочки. Вроде была такая возможность, потом ее прикрыли практически сразу, но вроде, кажется, была. Что-то я такое помню. Ну, то было давно, может, у меня уже и галлюцинации какие-то в памяти, да. Ну, а мы отправимся в командные бои, потому что Рави может доминировать в командных боях за счет того, что у него есть... прекрасный активный навык, который может сделать просто промахи на всю команду противника, и которые не смогут дамажить. Ну, они могут дамажить, да, но большая часть, наверное, ну или половина всех их дамажек улетит не пойми куда. Ну, кстати, вот серебряный дробовик, сейчас посмотрим обзорчик его. Ну, бери уже, ну, стоит на нем, стоит. Не, неплохо. С таким дробовиком можно уже хорошенько бахать и доминировать. Опять же, Рави у нас павлин на дальнюю дистанцию. Просто сидеть, нагибать, и все будет красиво. Только надо залутать одну аптечку. Единственная проблема это Равика, это то, что ближники очень любят к нему подходить. И тогда могут сделать проблемы. Ну, кстати, смотрите на дальность. Что, увеличили, что ли? Я просто не помню, чтобы такая дальность была раньше. Совсем не помню. Бахнул в Никса, видели, он сразу промахнулся. Сила, мощь. Опа, в Никса еще раз бахаем. И еще раз бахаем. И еще в Камелеона бахнем. И в Никса еще. Опа, минус Никс. Не имба, да? Ну, как бы персонаж не имба. Вообще. Просто не имба. Акула бахнем. Как вам это не имба, ребят? Слабая не имба. Да, слабая не имба. Че? Чё это нам слабая не имба, да? Вообще не чувствуется. У меня просто нет слов. Хожу и все убиваю. Вот так вот бахаем. Никса сейчас бахнем тоже. Ну тут новички, как вы знаете, да? Я сейчас не особо высоким уровнем и играю. Поэтому здесь логично, что
ну, Равик не такой прям, блин, маленькая дистанция была. Что они не так сильно уворачиваются, ничего особого не делают. Ну, то есть, ну, вот видите, он пошел по воде. Ну, как бы, о чем тут говорить? Сами все понимаете, какой тут противник попался. Но все равно это не отменяет того факта, что можно просто ходить и разваливать. Просто ходишь и разваливаешь. Вот так вот, на. Нимбо. Не достал, наверное, хамелеоном или достал? Не достал, кажется. Блин, слишком противников много, и не успеваю всех целить. Опа. А это, ну... Да что он стал-то? Знаете, я рассчитывал на то, что он подвинется чуть подальше. Что-то сделает. Он просто встал и все. Ну, ладно, играем командно. По крайней мере, стараемся. Так, закидываем сюда плюху. О, тут золотой дробовик, отлично. Бери, бачок. Хамелеон тут откуда-то взялся, непонятно откуда. Уже убежал. Кстати, можно хамелеона, в принципе, из инвиза доставать так-то. Есть такая возможность, да? Так, а чё, куда? Куда не пропадает? Только что был здесь противник. А, Никс бочкой сел. Понимаю. Вот это уровень у Никса. Сразу сесть в бочку, как только видишь противника. Ой. И чтобы незаметно, да, было, как говорится. Просто идет бой, он такой в бочку сел и сидит, не двигается. Незаметно. Не, ну реально как-то это было незаметно, на самом деле. Ну, я, правда, на него особо не смотрел. Я смотрел на хамелеона, бахло в него. Там Никс где-то сбоку замечался у меня. Ну, то такое. Но вроде бы изи победа. О! Опять бочколюб на жирак. Ну, как видите, вот. Вот сейчас это уровень того рейтинга, на котором я играю. Поэтому здесь как бы ничего особенного. Просто сейчас ходим, нагибаем. Тестим Рави, как говорится, когда это дают тестить. Немножко учимся играть за этого персонажа. Потому что сложновато на самом деле играть за Рави. Достаточно... Ну, когда душить начинают ближненькие, вот тогда прям вообще капец. Потому что убежать он не может. И для этого как раз ему и нужны артефакты на подвижность, чтобы показать, что ты жесткий. Так, ну мы сейчас, кстати, надо будет... Вот в этой ситуации зарешать мой активный навык. Очень жестко, если я его смогу кинуть. Я его не смог кинуть, поэтому он не зарешал. Как же прекрасно, да, ребят? Ну, о, здесь успел. Теперь Брюс промахнется. Правда, он сейчас аптечку залутает. Ай, да... Ой, я не туда копьем бахнул, так? Да что я делаю, ё-моё, ну я просто офигеваю. Понимаете, в чем проблема? Да что моя команда делает? Ну они просто стоят. Ну блин, Брюс, умри, ты задолбал. Да почему ты пахаешь? Что с ним не так? Почему он влево-вправо ходит? Ой, я попасть не могу, капец как душит. Такое ощущение, что это не я в них кидаю антипоп... Да блин, ну как... Антипопадалку, они в меня. Ну, просто, ну, что это за хамелеоны? Ну, они, смотрите, бегают. Они ничего не делают, они просто бегают. Что с ними не так? Что с ними не так? Да блин, как я копьем стреляю? Спокойно, спокойно. Надо успокоиться, это главное. Главное быть спокойным, как удав. Теперь у меня есть дробовик, в принципе, можно бахать. Блин, я опять копьем промахнулся. Как я это делаю? Короче, будем автокопьем бахать, все. Бахаем автокопьем, автодробовиком. Бахаем попадалкой. Да ну как вы меня убили? Где-то... Ой, как... Ну вот почему у них хамелеоны эти странные играют нормально, а у меня какие-то вот просто лютые дикие хамелеоны, которые не могли кнопки нажать даже. Фух, ладно. Просто команда. Ну как вы? Какая команда тут первый уровень вообще? О чем я? О чем я? Это было просто держать дистанцию и всех убивать с копья красиво. А не вот ту дичь, что я творил. Ну блин, пытаешься резнуть союзников, они... Ну ладно. Там такое было. Ну бывает что. Не повезло немножко с зоной. Этот музей, конечно, да, не самое лучшее место для Рави. Ну, конечно, второй раз подряд туда заспавнит. Да не может быть такого. Конечно, у нас же карта маленькая, да. Поэтому спавнит только в музей. По 3 сквада сразу. За что? Фух, спокойно, не бомбим. Да, не бомбим. Ни разу. Ни разу не бомблю. Моя команда решила не лутать. Лут? Да, ну там, кстати, они тоже бота залутали. Поэтому ладно. Там противник был снизу, правда у меня сейчас лука нету. Ну и в музее драться не особо удобно.
Ну, красивые птицы, кстати. Смотрите, 3 птицы. 3 птицы в команде. Надо, кстати, глянуть. У нас вообще птиц очень много в игре. Как я промахнулся красиво. И опять красиво промахнулся. Что-то у меня после первого боя закончилось попадание, меткость. Меткость перестала зашкаливать, я перестал попадать. Не, ну тут нормально более-менее еще. Ай, правда, киллы не делаю совсем. Ну ладно, главная победа. А мы ее оформим, я надеюсь, потому что прошлый бой было весело, конечно. Ну здесь все будет изи. Сейчас лук залутаем. Ага, залутали лук, чекайте. Сейчас Брюса, наверное, выпадет. В скобочках нет. Ладно, пойдем тогда сюда залутаем. Не успел, ну и ладно. Говорится, без разницы. Залутаем лук. Аптечки у нас есть. Копье золотое есть, это главное, потому что, ну... Имба, копье. Будет тащить. Я надеюсь. Но сейчас посмотрим, какие против нас будут противники. Ого. Ого, видали, шотнул. Неожиданно. Обычно там такого не бывает. Что-то сейчас, походу, не сработала штука, связанная с сменой уровня или что-то того. Активный навык не могу часто использовать. Почему-то не получается. Все как-то держат то слишком большую дистанцию. Моя команда не умирает. Чекайте. Просто не умирает. Да что вы тут стоите? Вы офигели вообще? Просто встали и стоят. Жесть. Офигевшие. Павлины тут. Ой, павлин. Это я павлин. Это же фламинго, не павлин. О, мне, кстати, дали... Да что мне смайлик? А, смайлики не стоят, ё-моё. Я думаю, что за бред? А что, у нас в команде кто-то умер? А когда? Когда не успевают умирать, я не понимаю. Я не понимаю. О, да, легендарный дробовичок. Это мое, это я люблю. Посмотрите на эту красоту, а. Кайф. Эх. Только в 10, не, надо в 20 боях. Из них только один, наверное, дадут фламинго залутать легендарный дробовик. Это из тех, что вообще будут лутать легендарный дробовик. Потому что все мы знаем, как это лутается. У нас 7-й, 6-й, 8-й никсы, да и все остальные никсы очень любят легендарный лут. Поэтому им только дай возможность, да, они залутают. В этот раз почему-то никс не залутал, не знаю почему, это прям разрыв шаблонов. Но что есть, то есть. Так, ну, надо затащить еще один боец. Прекрасный. За павлина Рави. Бахнем по этому, чтобы он не мог попасть. О, видали, как влево бахнул? Красота. Кстати, я вот за все бои, что играл сейчас, ну, что набивал рейтинг, все дела, ни разу не встретился с павлином Рави. Ни разу, то есть против... Хотя нет, был, да, но он мне ни разу активно навыком не попадал. Такие вот дела, ребят. О, этот смог, догадался, что можно залить... А где? А, кружочек. Вот кружочек надо было сделать более цветным, что ли, потому что не видно. Иногда в некоторых моментах, вот, на какой-нибудь... Вот, взял, пропал просто. Офигеть. Но дамажит класс. Ну, блин, по сути, второй бобер по имбе, получается. Пока что. Но, опять же, игра рассудит. Динамичные бои, конечно, штука такая. Там ближники на ботинках, на сандалиях сатова могут в тебя ворваться, плюс всякие орлы могут залетать. Но там у Рави уже появится отражалка от первобытного инстинкта. И, в принципе, можно ее использовать для защиты от ближников частично. Все-таки у некоторых ближников есть дробовики, а дробовик может вернуться к ближнику, и там может прилично залететь по урону. Поэтому, в принципе, нормально. Еще бы гранатки бы отражал, конечно, было бы красиво, но такого разраба не сделали, потому что иначе было бы имба. И так отражает там луки, всякие копья летающие, да, там дробовики, а еще туда гранату бы запихнуть, да, было бы вообще имба. Да, кстати, забываю я про сандали сатов, но что поделать? Не привык я к ним, поэтому такие вот выводы. Так, бахаем. Как он ты меня достал? Ну подойдите, ну что вы? Союзников своих бросайте, вы. Команда. Команда трупиков. Пыщ. Какой дерзкий фламингос, а? Никс типа невидимый. Ну дай ты мне. О, бля, смотрите. Вы видите, 3-й уровень отдает легендарный лук мне. Жесть. Такое не увидишь даже в боях на 1503. Шучу, конечно. На 1100 точно не видишь. Домой, фламингос.
Опа, жирафчик там есть. Брюсик тут выделывается. Бахнем по Яре. Бахнем по Фламинго еще. Че они такие живучие? Офигеть. Че такие живучие? Любители пожить. Нате, плюхи. Получите, распишитесь. Вот такая нимба, ребятки. Фламингос. Ой, павлинос. Ну, короче, понаделают своих птиц, а мне потом мучайся с этими, с названиями. Ох, ужас. Я уже стал запутываться. У нас в игре 28 персонажей. Я сейчас вообще не представляю, как их бустить. Я так задушился последними этими 1200 рейтингами. Просто нечто. Ну, попробуем, чё. А, кстати, там этот лев умер. Там за ним кто-то выехал, вроде хамелеон. И походу додушил. Ну, молодцы, чё. Ух, ну вот такие вот сегодня бои на Раве. Имба тащит, потихонечку развиваемся, потихонечку учимся на этом жестком звере играть и доминировать. Если, в принципе, его никто не трогает, в принципе, да, и играя на средней и дальней дистанции, он лютая имба, которая может себя реализовать на длительном промежутке времени очень жестко. Это все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока.